Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Ремейк Silent Hill 2 за авторством польской студии Bloober Team готовится к выходу уже этой осенью. Трейлеры, конечно, вызывали сомнения, но то были трейлеры, а теперь в сети появились первые отзывы журналистов, которым позволили окунуться в туманы Тихого холма на несколько часов в начале августа. Итак, что ж сообщает нам пресса? В обновленной SH2 можно будет настраивать сложность головоломок и сражений по отдельности, как это было и в оригинале. Загадки получились достаточно замысловатыми, даже на средней сложности. Управление стало удобнее в сравнении с продуктом 2001 года. Джеймс может уклоняться от ударов, быстро оборачиваться, а также он обзавелся быстрым доступом к предметам без залезания в инвентарь. Патронами тебя отнюдь не заваливают, а каждый монстр сожрет немало свинца, прежде чем опрокинется навзничь. Потому иногда лучше просто убежать или спрятаться. Сейвиться можно будет по-прежнему только у красных символов. Журналистам понравились и обновленные локации. Знакомые места наполнились морем всевозможных деталей. Где-то появились новые магазинчики, а фирменный Silent Hill'овский туман никуда не делся. Похвалили и то, как игра звучит. По мнению некоторых рецензентов, Bloober слишком боялась шагнуть в сторону от оригинала, мол, команде следовало более смело обращаться с первоисточником. Как следствие, никаких сюрпризов фанатов не ждет. Но ведь и хорошо. Silent Hill 2 вернется 8 октября на ПК и PlayStation 5. Уже середина августа. Лето в этом году вообще было? Когда ты капитан военного судна в мире кораблей, тебе любая погода нипочем, а эпичные битвы на море хороши в любой сезон. Но иногда хочется, чтобы лето было бесконечным, и как раз по такому случаю недавно в мире кораблей началась коллаборация с игрой «Бесконечное лето». Вас ждет портальная кампания со своим приключением в стиле той самой визуальной новеллы. Удастся ли вам спасти Славю из лап злодейки? В честь ивента в игре появятся командиры Алиса, Елена, Ульяна, Юля и та же Славя, каждая со своим анимированным портретом и озвучкой. Вы сможете получить японский эсминец 8 уровня Мика в чарующем камуфляже. Весь заготовленный контент можно получить в Адмиралтействе, а по завершению портальной кампании в награду вы получите Славю. Ни к чему погружаться в бесконечное лето мира кораблей в одиночку. Зазывайте товарищей по своей уникальной ссылке, сражайтесь бок о бок, одержите победы в 30 схватках и получите линкор 10 уровня Конкистадор. А по инвайт-коду Superstar 2024 новички могут получить премиум линкор 8 уровня и прочие бонусы на 16 тысяч рублей, а также командира Лену совершенно бесплатно. Зови друзей или активируй Superstar 2024 и отправляйся в бесконечное лето. Джефф Килли выкатил трейлер церемонии открытия выставки Gamescom 2024. На мероприятии ожидаются Call of Duty Black Ops 6, Monster Hunter Wilds, Marvel Rivals, Little Nightmares 3, Kingdom Come Deliverance 2 и прочие проекты. Будут новости от авторов экстракшн-шутера Ark Raiders и что-то новенькое от создателей первых двух частей Little Nightmares. А вот Hollow Knight Silksong точно не ждите. Зато фанатов Black Desert порадует студия Pearl Abyss, которая привезет с собой демку Crimson Desert. Сама игра выйдет неизвестно когда и почти неизвестно на чем, но зато разработчики выкатили 7 минут геймплея. Ссылку для ознакомления оставил. Что до Gamescom, прямая трансляция стартует сегодня в 20:30 по Москве. Мы на Stop Game это дело зарестримим, так что залетайте вечерком. Square Enix официально анонсировала ПК-версию Final Fantasy XVI. В Steam и Epic Games Store уже доступна демо-версия. Особенностей версии для персональных компьютеров пока не раскрывают. Системные требования можете глянуть в новости по ссылке. К 16-й финалке бояре смогут прикоснуться 17 сентября, но только не из России и не из Казахстана.
Работала себе мирно команда моддеров над крупной модификацией для ремастера Call of Duty 4 Modern Warfare под названием H2M. Собиралась релизнуть его 16 августа, как вдруг буквально за несколько часов до запуска им приходит письмецо от Activision, а в нем суровый Джейсон Статем запрещает моддерам выпускать свое творение. Один из авторов мода пояснил, что H2M стала набирать слишком большую популярность, из-за чего ремастер даже вернулся в чарт продаж Steam. И по его мнению, Activision поступила так, как поступила из-за близкого релиза Black Ops 6. Они, мол, не хотят, чтобы популярная модификация как-то повлияла на продажи новой колды. Сам по себе мод должен был восстановить мультиплеер игры. Проект включал более 50 карт, обновленную систему прогресса и ворох всевозможных добавок, коих в оригинале не было. Команда опубликовала трейлер, все уже было готово к старту, но случилось Activision. Так что теперь сайт закрыт, а мод отменен. Но народу это очень не понравилось. Ремастеру 4-й колды тут же начали занижать рейтинг в Steam. Кто-то даже запилил петицию «Оставьте мод H2M в покое». Она уже набрала более 8000 подписей. Но что такое 8000 против корпоративного монстра в лице Activision, Blizzard, Microsoft? Anomalia Studio опубликовала свежий трейлер ритм-экшена Melobot: A Last Song. Нам предлагают сыграть за музыкального робота, созданного для поддержания мира и гармонии. Он пробуждается на странной и тихой планете, зараженной некой темной материей. И теперь наша задача восстановить уникальную флору, воссоздавая песни растений и преодолевая различные препятствия. Обещают трогательную историю, живописные пейзажи, навеянные работами Pixar и Ghibli, захватывающие сражения и чарующие мелодии. Melobot: A Last Song выйдет 12 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Демку можно опробовать уже сейчас в Steam. Ubisoft не перестает заваливать небезразличных к ее новой игре по Звездным войнам свежими видосиками. Так авторы опубликовали трейлер сезонного абонемента для Star Wars Outlaws. В день релиза появится DLC с миссией Jabba's Gambit, в которой игроки будут разбираться со старым делом дроида ND5, плюс комплект с кино. Осенью ожидается аддон Wildcard. Он отправит героиню в тайное казино, где та встретится с Лэндо на турнире по собаку. Плюс пара комплектов скинчиков. Ну а на весну следующего года запланирован выход дополнения A Pirate's Fortune, где начнется охота за сокровищами легендарного пирата. Сама Star Wars Outlaws стартанет уже вот-вот, 30 августа на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. К своему завершению подошло развитие рогалика Dead Cells. Игра получила заключительный 35-й апдейт под названием The End is Near. Он принес 3 новых моба с проклятиями, столько же новых видов оружия, мутации, а еще несколько новых легендарных свойств, более 40 новых голов для главного героя, новые маршруты и расширенный список настроек доступности. Мелкие патчи по-прежнему будут выходить, а вот крупных обновлений ожидать более не стоит. И под занавес компания Netflix представила тизер мультсериала Tomb Raider: The Legend of Lara Croft. Его события развернутся после трилогии Tomb Raider, стартовавшей в 2013-м. Бросив своих друзей, Лара отправляется во все более опасные путешествия. Как-то раз незнакомец крадет из поместья Крофтов могущественный китайский артефакт. И Ларисе, разумеется, придется собственноручно поймать мерзавца. Мультяшная Мисс Крофт заскочит на Netflix 10 октября. И на этом у меня все. Больше новостей читайте на нашем сайте. Кстати, сегодня днем будем щупать Black Myth Wukong. Залетайте на стримчанский. И напомню про наш вечерний рестрим церемонии открытия Gamescom. Хорошего дня!